Здравствуйте. Сему не пускай, прошу. Сема, подожди. Скоро будет съемка. Может быть, тебе повезет. Хорошо. Точно повезет. Но подожди. Листья деревьев, чтобы не разбилась верхняя часть вот этого вот окно стекло на крыше. Да. Ну, так в 7 часов, наверное, ты не проснулась. Все. Будешь хулиганить, тебя прогонят. Хорошо. Хорошо. Так, Сюма, не мешай, пожалуйста. Так, повернись лицом к зрителям и лежи спокойно. Добрый день, друзья. Буквально несколько дней назад вышло видео «Закон жизни орхидей» или «Не навреди». Сегодня, наверное, будет вторая серия. Мне очень приятно читать ваши комментарии, в которых вы делитесь своими успехами и неудачами. Но несколько комментариев мне очень запомнилось. И хотелось бы дать ответы на такие комментарии. Один из комментариев я зачитаю полностью. Все это, конечно, хорошо, но у меня есть орхидея, которая куплена 3 месяца назад. При покупке было понятно, что она залита, и грунт невероятно влагоемкий. 90% торфа и 10% мелкой коры. При покупке было достаточно корней, и только один был подгнивший. В итоге за 3 месяца постепенно сгнили все корни, кроме одного воздушного. И новых корней орхидея не растит. Я далеко не новичок, у меня есть орхидея, которой 10 лет. Я пролечила орхидею от гнили, но корни продолжают пропадать. Поливала очень осторожно, не заливала. Но, как по мне, с этим грунтом орхидея просто погибнет. Сейчас жду еще 2 недели. Если она не пойдет в рост, буду пересаживать, потому что зимой в этом грунте она не выживет ни при каком раскладе. Да, конечно, печально и обидно, что за 3 месяца не появилось у орхидеи корней. Но вы не написали, в каком орхидея состоянии. То есть у нее есть тургор у листьев. Есть ли у нее какие-то видимые неприятности с листьями? Вот бывает такое, что корней нет, а листья шикарные. Вот в прошлом как раз видео я и показывала. Есть прекрасные листья, а корней нет. Есть орхидеи, у которых теряют тургор листьев, и тоже корней нет. И вот одну из орхидей в прошлом видео я и показывала, именно такую. Да, она у меня тоже живет 3 месяца. Я специально поискала, где же я вам ее первый раз показывала. И показывала я ее вам в конце марта. И у нее корни тоже были какие-то. Я даже говорила, может быть, вот этот корешок начнет расти, а может этот. И в конечном итоге ни один из корней, которые есть в горшке, расти не начал. Бывает такое. У орхидеи пропадают все корни, даже которые были, казалось бы, живые. Грунт, ну, у меня здесь и торф, и мелкая кора. Я поливала орхидею, наверное, очень плохо видно. Вот эти все коричневые. Вот и с этой стороны, наверное, виднее. Коричневые корни. И да, точно так же, как и у вас, осталось 2 воздушных корня. Вот в прошлый раз вам не показала, а в этот раз покажу. Даже сама не заметила. А вот видите, от этого воздушного корня я его закрутила и положила вот так в горшок. Вот он, растет маленький новый корешок. А сам корень, посмотрите, он практически сухой. И я не опрыскиваю эти корни. Вот, кстати, ответ еще на один вопрос. А как вы знаете, когда поливать эти сухие гнилые корни? Вот у меня стоит, например, одна орхидея
с такими гнилыми корнями, а рядом стоит с живыми корнями. Поливаю я их одинаково в один и тот же день. И то видео снималось примерно 5 дней назад. И я вам показывала вот этот корень маленький, который растет от шеи. И вот сегодня, через 5 дней, заметила, что здесь набухла еще одна точка. Это тоже появился корень. К сожалению, мы не можем командовать орхидеей. Расти корни или наоборот расти листья. Ну, конечно, на каком-то там ментальном уровне мы можем ей что-то сказать. Но орхидея будет решать сама, растить ей корни или не растить. Даете вы ей возможность эту или не даете. Меня часто упрекают в том, что у всех же разные условия. Да, конечно, у всех разные условия. У всех разное освещение, у всех разная температура воздуха, у всех разная влажность воздуха. Поэтому и орхидеи растут по-разному. А есть еще и орхидеи сами по себе, они тоже разные. Одна очень быстро растит корни, другая вообще их через год только начинает растить. Один из примеров: в прошлом году я вам показывала пересадку орхидеи альбуфейра. Вот я с ней мучилась целый год. Она сбрасывала листья, у нее была чернота на шее, она никак не хотела растить корни, она вообще хотела погибнуть. Но я действительно ее обработала, там, где было черное пятно, обработала Максимом. Кстати, ссылку на пересадку я оставлю в правом верхнем углу экрана, и вы можете посмотреть историю этой орхидеи. И пересадила ее только через год, когда она выпустила новые корни. Вот сейчас, если удастся показать, смотрите, она цветоносом, вот здесь под последним листом, цветоносом порвала лист, и даже в это отверстие, вот где порван лист, начинает расти корешочек. И листик растет очень медленно. Цветет каждый год, но растет очень медленно, повторяюсь даже. Вот бывают такие орхидеи, которые вы не можете заставить, а уж приказать и дать ей команду, что через 2 недели разберу горшок или там что-то с ней сделаю, что-то, вернее, с тобой сделаю, и ты должна мне через 2 недели начать растить корни, но так не получается. К сожалению, так не получается. И в прошлом видео объясняла и рассказывала, что если вы хотите каким-то образом помочь орхидее, не доставайте ее из этого горшка. Лучше полейте ее каким-нибудь средством. Я не использую гормональные средства, но если вы считаете это возможным использование, ну и обрабатывайте ее тем, чем вы хотите, в покупном грунте. Ей так проще орхидеи, так легче. А разберете корни в зиму, именно в зиму, получите глубокую реанимацию. Не нужно этого делать. Ну, потерпите еще немножко. Есть орхидеи, которые, вот сейчас же август, они готовятся к цветению. И даже вот такая орхидея, как я вам сейчас показываю без корней, она тоже может зацвести. А перед цветением они тоже не хотят выпускать корни. Они же перераспределяют все свои ресурсы. И, может быть, понимая, что корней-то нет, нужно цвести, нужно давать потомство. И орхидея как бы замирает, она не растет. Ну вот моя, к счастью, начала расти, чему я очень рада. И еще хочу вам показать орхидеи. Я вам их все показывала. Но вот именно к этому вопросу, что 3 месяца, а корней нет. Вот этой орхидеи. Год. Год она живет в покупном горшке. Вот я вам показываю орхидею, появится ссылка. Это первый показ этой орхидеи. Это муж мне случайно купил Hot Kiss. Это ее родной цветонос.
Вот она год выпускает новые цветы. Год живет в этом горшке. Корни у нее, правда, были. Вот так она в перерывах между выпуском или доращиванием цветоноса успевает вырасти листик, чуть-чуть подрасти корни. Но это прошел год. Она была куплена в прошлом августе. И вот сейчас, видите, цветочек начинает увядать. А почему? А вот здесь она хочет пробудить почку и выпустить следующий цветонос. Можно или нужно ли пересаживать орхидею во время цветения? Но если нет необходимости, то зачем пересаживать орхидею во время цветения? Тоже был вопрос, пересадила, бутоны, цветы сбросила. Конечно, это же очередной стресс для орхидеи. Дождитесь, пока орхидея цветет. Но если она у вас цветет 5 лет, не переставая, и находится в покупном горшке, и там уже щетка корней, вот какой это орхидеи, тогда да, тогда пересаживайте ее в любой момент. Но в тот момент, когда она начинает сама сбрасывать цветы. Тогда это оправдано. Орхидея доцвела. Даже если она выпустила следующий цветонос, пересаживайте, не бойтесь. Еще такой замечательный вопрос был. А когда купила орхидею, а горшок аж трещит от количества корней, то нужно сразу пересадить? Да, конечно же, нет. Ну, во-первых, это вам кажется, что горшок трещит от корней. Да, есть такие орхидеи. Вот эту орхидею я, кстати, беру и понимаю, что горшок, он не то что плотный, он действительно как-то даже выпуклый от этих корней. Но орхидея прекрасно находит место, куда ей растить корни. Значит, если она не может их растить в горшке, значит, она обязательно будет выпускать новые корни от шеи. Это генетически заложено природой у орхидей. Они так растут. Ну и где ей раскуклить корешки в горшке, она тоже найдет. Ну, она сейчас зацвела, поэтому прямо явно раскукленных корней нет, но как только закончит цвести, так ее можно смело пересаживать. Вот эта орхидейка. Мне тоже просят периодически показать. Я ее называю Мальвиной, может, это действительно Мальвина, но вот точного подтверждения, что это Мальвина, я не нашла. При покупке, вернее, даже не при покупке, когда я принесла домой, я обнаружила на стволе орхидеи большое дупло, черное внутри. И показала вам, как обрабатывать это дупло Максимом. И вы меня все время просите, давайте пересадим эту орхидею, что делать с этим дуплом? Оно находится вот здесь, это дупло, вот под этим листом. Но его даже уже не видно. После обработки Максимом орхидея выпустила много корней. Они везде у нее растут. Я очень хотела ее пересадить, да, но она выпустила 2 цветоноса. И зацвела. И, конечно же, сейчас я ее пересаживать не буду. Пусть цветет. При этом, смотрите, есть в горшке и гнилые корни. Орхидея избавляется от старых корней и растит новые. И вот вам пример. Тоже как-то мне сказали. А вот у меня орхидея и листья растит, и корни растит, и не закукливает. Да, орхидеи все разные. У этой цветущей орхидеи, пожалуйста, растущие раскукленные корни, а другая орхидея в момент цветения закукливает все корни. Вот только один здесь какой-то, вот он, остался раскукленный. Мы с вами тоже все разные. И орхидеи все разные.
И вот еще один пример. Ой, я не помню, я сказала, мальвина куплена в октябре. Да, вот эта мальвина куплена в октябре. И вот еще одна орхидейка. Вот эту забыла, когда я купила орхидею. Ну, не так давно. Наверное, это было летом. Наверняка это было летом. Орхидея молоденькая. В горшке есть какие-то корни. Она не вырастила ни одного нового корня. А причина тоже ясна. Она продолжает наращивать бутоны. А когда орхидея наращивает бутоны, чаще всего роста корней не наблюдается. О том, как растут орхидеи, можно рассказывать очень долго. Они все растут по-разному. Они все с какими-то своими небольшими, но нюансами. Но основной вывод, который я для себя сделала за многие годы, более 20 лет выращивания орхидей, не навредить – это когда я не пересаживаю орхидеи сразу после покупки. Вы рассказываете, достаете торфяной стакан, вот сразу все это делаете. Я это тоже все прошла за эти 20 лет. Тоже было, принесла орхидею, ах, какая красавица, все отлично, надо сразу пересадить. Орхидея мгновенно погибает. Я это все тоже проходила. Поэтому мои выводы – это мои выводы. Если вы хотите попробовать, как это делаю я, пробуйте. И действительно, под последним видео спасибо вам огромное, что пишете, что рассказываете свои истории. Да, мне это очень интересно читать. Не менее интересно вам отвечать. И огромное вам спасибо за помощь. Без вашей помощи, вот именно в это время, я бы не смогла приобретать вот такие заведомо нездоровые орхидеи, чтобы вам их показывать. Огромное спасибо, что помогаете в развитии канала. Это и развитие канала, и примеры, которые я вам могу привести. Ссылка на банковскую карту находится под видео. О, слышно, как у нас сегодня идет дождь и гремит гром. Еще раз спасибо за вашу огромную помощь, потому что я могу приобрести те орхидеи, которые кажутся погибающими, потому что у меня нет ни одной реанимашки. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. Сёма, ты так долго буянил и уснул. Вот и хорошо. Нет, это хорошо. Вон Лаки в уголочке села и наблюдает через щелочку двери.